Всем привет, меня зовут Антон, вы на канале Пойди и проверь. Сегодня мы отправимся на уссурийский бронетанковый ремонтный завод номер 206. И сегодня мы вам покажем то, что сейчас здесь, в каком он состоянии. Сейчас январь 2020 год, и мы отправляемся в заброшку. Кто-нибудь есть? Никогда не любил. Че, пальма? Честно, как-то мне немного... Стрёмно, да? Здесь кто-то живет. Ну, кто-то жёг костер, запах. Со мной сегодня будет помогать некий Джон. Джон Professional, вы уже его могли видеть по велосипедным роликам. Он здесь, как бы, как сказать... Гид. Гид, да. Он нас немножко проведет и расскажет, что здесь да как. Ну, на данный момент мы с вами находимся на бывшем складе ГСМ, горюче-смазочных материалов. Соответственно, здесь все хранилось. Краска хранилась, тут раньше стояли бочки с литолом, солидолом, порошковая краска. Это все ГСМ, да? Да, это все ГСМ. Здесь что, бочки были? Здесь бочки стояли, вот здесь конкретно стояли бочки с литолом, насколько я себя помню. Ну ты, в смысле, застал еще в каком году здесь был последний раз? Ну, когда здесь все это... 9-й, может быть, 12-й. То есть только после того, как он уже обанкротился? Как это, так все, так сразу, короче. Сразу вы здесь побывали? Да. Ты был еще молод? Да, я еще в 9 классе или 8. Здесь было все заброшено, охранялось? Не, здесь было заброшено. Ну как, охранник был, но он, короче, ходил туда-сюда, там, раз в пятилетку, там, может, раз в 2 дня пройтись, там. Ну, сам понимаешь. Ну, то есть здесь еще было что спить? Да, было довольно-таки неплохо. Вот буквально, сколько, лет 5 назад здесь еще цех был. Ну, соответственно, что осталось? Тут даже кирпичи вывозили. То есть, когда крыша рухнула, ну, через годик после этого, после того, как крыша рухнула, приехали сюда ребята местные, начали, короче, завод выносить буквально по кирпичам. Ну, вот там территория вот виднеется с военными. Да. Вот там это то, что будет. осталось. Да, там она охраняемая большими собаками. Мы туда, конечно же, попробуем так через забор поснимать. Но, скорее всего, мы туда не попадем, потому что, как бы, наша жопа. Здесь что? Здесь цех был. Может, туда пройдем? Да, пойдем. В ту сторону. Туда вовнутрь хер, да, залезешь? Там что-то забито. Здесь что было? Ты еще застал, да, ее? Трансформаторы стояли. Подстанция. Выборный. Не, наоборот, лучом, наверное. Ну да, вот пустой. Ну ты смотри, забито уже современный. Нет, забито современно, потому что они его в аренду, да, сдавали? Хотят сдавать, скорее всего. Потому что место, видишь, как бы не течет, крыша в нормальном состоянии находится. Поэтому, скорее всего... Короче, заброшенная херня. Здесь пустая. На полу был алюминиевая плитка. Прикинь, все собирали. Алюминиевая? Да, алюминиевая. Короче, когда завод Так сразу обанкротили, тут начали дербанить металл. В основное, все, что можно было продать. Все, что можно было унести, все, что можно было выкопать. В основном ценилось, вот говорю, даже не так сильно медь ценилась, как ценился металл. Чисто сталь, вот танковые катки, потому что они большие, легко катятся, как бы, и... То есть, друган, я так смотрю, вот мы как бы снег был только вчера, вот мы идем, тут в основном идут собачьи следы. Такие следы довольно-таки крупные, друган. Ты не думаешь, что здесь такие прям очень крупные собаки могут быть? Как бы, вот, если бежать куда, ты знаешь?
Дадим бой. Ты вообще быстро бегаешь? Я правда, да. не брал с собой ничего даже для самообороны. Тут даже, знаете, сейчас Придется... сложно сказать, что где стояло, потому что оно все так сильно изменилось. Вот что здесь было, я уже не помню. Развалины одни. А это, как я понимаю, вот котельная, вот это вот, там котлы должны были стоять. По идее. Время грозы. Не подходить, ближе 15 метров. Если она рухнет, нас даже никто искать здесь не будет. А, ну здесь получается все печально. Может, кто узнает эту кочегарку. Здесь по-любому кто служил, кто кочегарил. Ну чё? Пойдем? Если честно, воняет мазутом каким-то. Это что было? Тоже все кочегарка? Нет, это не кочегарка. О, здесь уже масштабы. Да, пойдем. Надо спуститься вот туда вот, да? Вот видишь здесь вот эти. Это стопудово, кто по-любому, кто-то кто знает, напишите, что тут было. Здесь труба уходила. Комментарий, да. Здесь воняет чистым мазутом, каким-то топляком жестким. Видишь, здесь 3 трубы было. Вот шланги, смотри. А шланг, кстати, слышишь, какой? Это шланг военный, он неубиваемый. Вот видишь? И отсюда чисто тоже несет топляком. Пойдем туда посмотрим, что там. Да. На самом деле это вот под нами прям это балась крыша. Здесь как бы вообще небезопасно. Ну если вот так вот. Да, здесь как бы вообще прям небезопасно, поэтому лучше ничего не трогать и... До свидания. Тянись у нас. Здесь ты не был? Здесь и не было, здесь уже была еще охраняемая территория. Ну как, я был здесь чисто фигурально, по вон той вот дороге вот ходили. И все. Со стороны видно. Здесь все было нормально. Все было целое. Это цеха. Цеха. Конечно. Ремонтная. О, вообще, чисто вот какая-то, не знаю, бомбежка какая-то прошлась. Приморский край. Как он? Надо. Слышь, ну следы здесь есть. Кто-то здесь шарахался. Кто-то здесь обитает. Надо заходить по... Пойдем. Вот вход на второй этаж был, видишь, лестница где была. Нашли, короче, дырку здесь. Здесь вход в подвал. И вот здесь вот, посмотри, лестница. То есть отсюда кто-то выходит, кто-то поднимается. Ну, не затоплено. Смотри, смотри. Там кто-то ходил. Смотри, видишь? Ну, да, вон следы. Следы. Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там. Может, кого встретим. Давай, братан, ты первый. Здесь кто-нибудь есть? Сука, никогда не любил. Ну, как бы, я еще тебя спасаю. Ты сам веришь в это? Если я прыгну, лед не провалится подо мной. Да если промерзла, да? Пусть
так прикол. Это лестница здесь смерзшая, смотри. Да, она мерзшая. Тут глубина еще где-то метра 2. Она мерзшая. Это получается просто кто-то с подвала поднимался, если кто-то здесь жил. Ну да. Получается, они из подвала вылазили. А вот ты здесь. видел, лестница лежит на льду? Она не такого, не вмерзшая, то бишь недавно туда засунули. Ну да. Здесь свежак, следы, смотри, здесь кто-то прорвался. Пишешь, но кто будет делать выпуск в 2030-м, я думаю, ну, здесь уже даже кирпичей этих не будет. Здесь просто, да, будет все лежать. Но, скорее всего, я думаю, в 2030-м, ну, как бы у нас зона опережающая развитие, Приморский край. Я думаю, что здесь будет небоскреб 100-этажный. Даже, наверное, здесь будет какой-то комплекс, скорее всего, небоскребов. Ну, я думаю, да, тут будет элитный район, ну, потому что Приморский край — это зона опережающего развития. А мы опережаем. Собаки лают сзади, что-то как-то прям не очень мне нравится. Не-не-не, ты неправильно говоришь, надо как, ну, топовый блогер. Братан, ты видишь это? Братан, стой, 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 тихо, тихо. Ты видишь это? Ты вот это видишь? Ты вот это видишь? Это следы. О, Ай, да, это следы. Это человеческие следы. Братан, это хреново! Надо что делать? Надо так было сказать. Все топовые блогеры с миллионами подписчиков, они делают контент именно в таком стиле. Видишь, вон те балки вообще держатся ни на чем. Ну, они, видишь, держатся вот на общих вот этих. Это дается. Братан, они держатся, ты видишь? На вон той балке и на этой балке. Ты что, плита вообще в воздухе фактически где болтаются? Ну, пойдем отсюда. Пойдем. Смотри. Тут прям кто-то вообще наруливает, смотри. Потому что вход, вот видишь, вот здесь прям очень ходят. Смотри, видишь, пыль легла, и это свежак. Вот они. И ходят сюда. Ходят сюда. Либо кто-то тут живет, либо кто-то сюда постоянно зачем-то ходит. Вон пакеты стоят. Че, пальма? Честно, как-то мне немного стрёмно, да. Открой мешок. А, гвозди будут, не то. Все понятно, тут собирают металлический металл. Вот и следы, откуда. Ну, посмотрим. Братан, здесь кто-то живет. Мы нашли убежище. Веревки. Чувствуешь? Пахнет. Тут только недавно это, ну, кто-то жег костер, запах. Здесь, скорее всего, дом чувака без определенного места жительства. Ну, что тут хавает? Посмотрим. Воду. Хавает воду. Чаек тут, лопата. Смотри, ну-ка, подожди. Что туда посмотреть? С пластиковой бутылки. Нахера тут столько пластиковых бутылок? Ну, воду покупали. Дровишки, вот видишь, свежие, наломанные. Вот оттуда и следы. Давай туда дальше. Пойдем, просто интересно. Может, где-то есть. Но он наверх туда явно не забирается. Ну, он здесь жить явно не может. Это чисто его место, где он гасится, ну, пока собирает металл. То есть он приходит здесь, греется, чаек пьет. Да? Ну да. Вон, смотри, сколько мешков заготовленных. Короче, чувак, навряд ли ты смотришь это видео. Вот, ну знаешь, что мы нашли твою... А, ну да, в принципе, у него есть, если мобила. Не, ну если он собирает здесь гвозди, я думаю, мобилы у него нету. А вот за цеха вот следы.
пошли. Пойдем вдоль этой тропы, да? Там туда смысла нет идти? Да, пойдем. Пойдем здесь, выйдем через цех. Ну вот здесь вот раньше стояло 3 таких емкости больших, получается, бочки. В них было, получается, отработанная мазута, что ли, ну, то бишь отработка с танков, ну, с двигателей, черная. Ну, понимаете, что такое отработанное масло. Ну да, да. Ну вот, короче, вот это было 3 штуки, громадных. Это тоже? А это перекачка вроде как была. Ну, сейчас подойдем поближе и увидим, что там было. Вот, вот там. Вообще, в идее, когда мы туда подходили, вот, когда мы реально слазили, там вот было как бы как яма, получается, машина когда заезжает, а снизу этой ямы было просто озеро такое мазутное, получается. То есть это может быть перекачка. И может здесь сливали, труба туда шла в бочкам к этим. И все происходило. Да не, я думаю, смысла туда нет идти. Вот, короче, вон там, вот где синий кафель начинается, вот здание, да, там получается емкость была под мазут снизу, то бишь она где-то метра на 4 уходила вниз, и там был мазут. Забор, колючая проволока, хранят лес. Ну, смотрим дальше. От цехов, то есть поляна, все было в танках усеяно просто. Вот, прям много очень. Сейчас тут пустырь. Сейчас просто пустых перекопано. Не было здесь таких вот гор, вот этих всяких оврагов. Перекопали, металлоискатели. А вон еще дальше цех какой-то. Помещение. Вот мы прошли где-то процентов 30-40 всей территории танкового ремонтного бронетанкового 206-го завода. Вот. Половина территории уже сдаты в аренду, на них прохода нету. Половина территории просто нет прохода, потому что все перерыто везде. Вот. Ну, все, что смогли, где полазить, мы вам все показали. Вот последний островок, куда мы тоже пройти не можем, но здесь вот вся техника, которая была на этой всей территории, она сейчас все ее собрали в одном месте. Вот, немножко вам покажем. Вон там даже танчик. Там даже танчик есть. Вот он, далеко. Танчики. Автомобили. Это башни от танков. Просто навалена куча башен. БМПхи стоят с гусеницами наверху. Вот немного еще техники с другого ракурса. Ну, по словам Евгения, некого Джона, вот по этой дороге везде все, везде стояла техника. Просто. Сейчас уже этого ничего нету. Все в одном месте. Что не сделаешь для контента. Короче, и лезем, колобаем. Тут они на привязи. Чтобы показать вам танчики. Если мне раздерут жопу. Танчики. Охранник палит там с этой, с калитки. Слышишь? Охранник с калитки, с кибитки палит. Уже жмет на ГБР. На ГБРовскую кнопку.